Кавказцы – агрессивно настроенные люди, которые вызывающе ведут себя в обществе и являются виновниками большинства правонарушений и преступлений. Такой назойливый стереотип сложился в обществе в последнее время. И сегодня в нашем новом социальном эксперименте мы постараемся разобраться, откуда же взялся этот стереотип. Поехали! А слышали ли вы историю про Расула Мирзаева? Да, конечно, слышал. Да, слышал. Да, я слышал. Слышал, да? Да. Конечно, слышал. Боец он, да? Да. Парня рубанул по приколу и все. Да, слышал. Ну, что-то слышал. Ну, это спортсмен, который ударил русского паренька у клуба. Да. Тот упал, ударился о бордюр и... Да, и погиб. Да, который парня, да, ударил. И он головой о бордюр ударился и умер. Да, я слышал об этой истории очень много. Все лето крутили по новостям. Частенько в интернете везде. Ну, был эпизод, да. Да, слышала, да? Да, я слышал об этом, да. Да, Слышала, убил. Да, в итоге парень погиб. Слышал ли ты что-нибудь про историю, когда дагестанцы в центре Москвы стреляют на свадьбе? Да. Стреляли, конечно, слышал, да. В новостях смотрел. Ну да, слышал. Да, слышала. Да, это тоже все знают. Это у них обыденность. Да, традиции такие, да. Ну, я не удивлен. Мирзаев. Но вы не удивлены, да? Нет. Да, тоже слышал. А вот где ты слышал об этой истории? Можно вот поподробнее? Новости, все новости. Все в новостях показывали. Две самые известные показательные истории последних лет, которые взбудоражили общественность. Истории, в которых лица нерусской национальности выступали в качестве нарушителей спокойствия. Расул Мирзаев в 2011 году в ходе словесной перепалки убил русского парня Ивана Агафонова. Трехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам стал фигурантом уголовного дела. Следователи уверены, по вине Руслана Мирзаева, известного как «Черный тигр», погиб столичный студент. Вторая история про дагестанцев, стреляющих на свадьбе, также оказалась знакома очень многим. Гости свадебной церемонии открыли огонь из травматического оружия. Свадьбу отмечали приезжие из Дагестана. Огонь гости торжества открыли по обгонявшим кортеж машинам. 95% людей прекрасно знают эти истории и не раз слышали про них по телевизору. Мы решили продолжить наш эксперимент, и у нас есть еще парочка интересных историй, которые тоже наверняка все знают. Слышал ли ты что-нибудь про Марата Рахметова? Нет. А про Шамиля Манаева? Нет. Нет, не слышал. Нет, это я впервые слышу. Нет, А про Шамиля Манаева? тоже нет. Тоже впервые слышу. А Шамиль Манаев, имя тебе знакомое? Нет. Нет. Я телевизор просто вообще не А Шамиль смотрю. Манаев тоже нет. Я телевизор не смотрю. То есть не в новостях, нигде ты эти истории не Нет, не слышал. То есть про Расула Мирзаева я слышал очень много, и про стрельбу на свадьбе тоже очень много. А про Шамиля Манаева, Марата Рахметова ты ни разу не слышал? Ни разу не слышал. Ни разу не слышал. Ни разу не слышал. Кто же эти люди? Шамиль Манаев и Марат Рахметов. Абсолютное большинство из запрошенных нами людей на улице ни разу не слышали этих историй, хотя они произошли совсем недавно, прошлым летом. А вы слышали? Эти два нерусских парня настоящие герои, причем это две абсолютно разные истории. Шамиль Манаев спас своего тонущего русского друга из пруда. Марат Рахметов, не умея плавать, вытащил из реки двух тонущих девочек, в то время как толпы зевак смотрели на все это со стороны. Большинство из запрошенных нами людей слышали эти печальные и одновременно добрые истории о настоящих героях в первый раз. А слышал что-нибудь про историю, когда сборная Дагестана по боксу спасла людей из горящего трамвая? 20 человек спасла. Тоже не слышала. Тоже не слышал. Нет. Нет, не слышал. Нет. Тоже не слышал. Нет. Сборная по боксу Дагестана спасли 20 человек из горящего трамвая, и люди остались живы. Ты ничего не слышал об этой истории? Нет, не слышал. Как же так получается? Почему мы знаем и слышим только про плохое и негативное? Мы задали этот простой вопрос самим людям на улице и были удивлены, когда получили такие четкие прямолинейные ответы. Некоторым силам выгодно, чтобы люди больше плохой информации получали, нежели чем хорошей. Пропаганда? Расовая дискриминация. Хотят немножко нас против них настроить. СМИ раздувает. Ну это как говорится, что надо народу? Зрелище, еды, да, и все. Только зрелище, только какие-то неправомерные действия интересуют людей, а такие вещи, как это, как пустяк. Хочется обратиться ко всем. Как было бы здорово, если бы все мы, делая свои выводы о людях разных национальностей, основывались на своем личном опыте, а не на том, что говорят средства массовой информации. И как же прискорбно осознавать, что большинство телевизионных каналов и газет создают подобное общественное мнение в своей бесконечной погоне за рейтингами, скандалами и интригами. В любой нации есть хорошие и плохие. С вами был проект Ракам Акафо. Всем спасибо. Пока.
В каждой нации есть хорошие и плохие люди. То есть людей нельзя делить на черных, белых. Это абсолютно, ну это абсурд, по-моему. Нужно судить людей реально хороших и плохих, добрых и злых, а не черных и белых.